Всем привет! С вами Герим Жумадилова. Для вас сегодня хочу показать самомассаж по теме лимфодренаж. Лимфодренажный массаж — моя любимая методика. Снимает отечность, совмещать можно с любыми техниками массажей. По лицу и по телу. По телу идеально будет сочетаться. Можно дома делать, потратив 10 минут, максимум 15. Для того, чтобы запустить лимфу, нам нужно подключить грудобрюшную диафрагму. Мы здесь массировать не будем. Есть другой легкий способ. Начнем. Будем работать с дыханием. Прерывистое дыхание, как будто вы заплакали. Сейчас я на примере покажу. То есть, когда мы набираем воздух, отрывистый такой, у нас диафрагма работает как поршень. Она опускается вниз, и мы полной грудью выдыхаем. Не просто, тоже отрывистый. Так. И где-то вот так вот 5-6 подходов. Этого достаточно. Следующее движение — это у нас пробуждение лимфатического канала, а точнее грудного протока, который находится с левой стороны. Мы будем простукивать, заодно дышать. И вот так вот 3 подхода. Полностью над ключицей, можно в зоне декольте. Плавно мы будем переходить к верхней конечности, то есть к рукам. Если лимфа застойна, если вы отекаете, вот эта техника отлично поможет снять отечность с лица, с нижней трети лица. Даже можно уменьшить подбородок. Я дополнительно покажу. Что я делаю? Я сначала прокручиваю плечевой сустав. Для чего я делаю? Для того, чтобы разблокировать сустав. А это главный секрет при запуске лимфы. Я недавно записывала онлайн-курс по лимфодренажному массажу тела. Я там, конечно, на модели полностью, как делается профессиональный массаж, показала. Но главный секрет для вас дома себе делать — это разблокировка суставов. Где-то назад круговыми движениями 5 подходов. И обратно тоже где-то 4-5 подходов. То же самое делаем с левой стороны. И вообще можно синхронно. 1, 2, 3, 4. Можно совмещать с дыханием. Заодно будет работать и диафрагма, грудобрюшная диафрагма подключится, и разблокировка суставов. Тоже простукивающие движения. У нас будет, я запланировала самомассаж лимфодренажный на лицо показывать. Но вы же любите, я во всех своих курсах люблю работать сначала, подготавливать прилегающие зоны. Так, следующая техника тоже без масла. Можно немножко протонизируюсь. Следующая техника — это у нас просто как правильно назвать? Зажим, да? Скрабик. Мы ставим на заднюю поверхность шеи и тянем на себя. Просто типа как проглаживаем. Делаем где-то 2-3 подхода. Трапецию расслабили и заходим потихонечку на зону шеи. Буду работать без масла. Так, прилагаем. Лимфа, она очень мягкая методика. Лимфа реагирует сразу, даже на прикосновение. Можно приложить руки и помпажными движениями. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А еще лучше, когда вы в тишине, перед зеркалом у себя делаете, можно просто приложить на ключицу, да, вот фаланги пальцев, вот так вот.
подышать и послушать. Я прям чувствую, когда наблюдаю за собой, как лимфа протекает. Просто приложив руки. Это тоже техника такая. Лимфодренажная. Лимфодренирующая. Вот несколько раз сделали, можно 2 руками повторить. И под челюстью захожу. Здесь у нас ротовое дно, то есть диафрагма ротового дна, можно сказать. Да? Здесь тоже у нас проходят лимфатические каналы, вот так вот, под челюстью. Когда мы видим второй подбородок, даже если вы не склонны к набору веса, но тем не менее вы замечаете, что здесь просто жидкость накапливается. Это лимфа застойная. Когда мы по телу работаем, я про это прям полностью все пути выхода лимфы рассказала, показала. Ну, на себе вот так делаем. То же самое. От центра ведем, можно прощипывающими движениями вести от центра к периферии. Вторая техника. Ставим большой палец, приоткрываем рот и идем. Признак того, что лимфа двигается, это слюноотделение. Вот так можно заметить. Ага. И вниз сливаем. По лицу как работаем. Хотите, покажу на креме. Потому что просто наглядно, хорошо видно. А так по утрам, когда мы спешим на работу, я просто без масла провожу от центра к периферии. Вот ее фишка. Сначала на одной стороне, потом на другой стороне. Все, это без масла. Теперь на масле. Ведем раз. На креме, то есть. 2. И 3. К виску подошли. Темпоралис, точка. То есть это, так скажем, лимфатические станции. Вот от носогубки ведем к виску. То есть все ведем от центра к периферии. Можно по челюсти повторить. 1, 2, 3. Лимфодренаж – это мягкая форма массажа, поэтому даже после инъекционных процедур, постоперации, до операции, после операции, если подтяжку делать, можно и нужно делать. Врачи многие рекомендуют. Так, сделали. Просто помпажными движениями. Давление, знаете, как 2-копеечной монетки. Да. Надавливаем, опускаем, надавливаем, опускаем. То же самое на лбу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, вниз. 1, вниз сливаю. 1, вниз сливаю. Угу. Можно вокруг глаз с круговыми движениями. 1, 2. Кстати, в зоне вокруг глаз, когда вы на массаже тела, вниз головой лежите, часто текает зона глаз. Вот у меня в Telegram многие мои подписчики спрашивали, когда я начала говорить, что, ребята, вот я запустила курс по телу, почему после массажа тела отекает лицо? Так вот, если заблокированы лимфатические каналы возле грудного протока, это зона над подключицей, то лицо отекает. То есть часто клиенты вниз головой лежат. Поэтому откройте вот это, секрет я уже показала, разблокируйте сустав плечевой, это ближе к лицу. И все, сделайте пару техник лимфодренажных, если вы знаете методику. Если нет, то я вас обучу. В принципе, что я показываю. Вниз сливаю. Вот. То же самое я делаю. У меня много масла тут. Потихоньку перевожу сюда, на другую сторону.
Лимфодренажная методика классная тем, что она влияет на нервную систему, в первую очередь, на кровеносную систему и на пищеварение. То есть это все взаимосвязано в нашем организме. Про выводы лимфы, выводные пути лимфы у женщин, у мужчин я на своем курсе прям отдельно выложила, такой отдельный блог рассказала. Но это, наверное, интересно будет для мастеров, кто работает с клиентами, для профессионалов. Угу. Смотрите, я уже синхронно начала. Зона вокруг глаз круговыми движениями по орбитальной кости проводим. И от центра к периферии вот так вот и ведем вниз. Еще я обожаю методику лимфодренажа. Даже после лимфодренажного массажа, если вы замечаете, что вот здесь, вот где жевательная мышца очень болезненная, это такая зона, эмоционально зависимая зона, да, здесь жевательная мышца, когда очень сильно напряжена, то носогубка усугубляется, и жевательная мышца напрягается. Так, у меня на лице, я себя не вижу, ребята, извините. Вот так вот, вот эти мышцы, когда заблокированы, они напряжены, делая лимфодренаж, вы можете дополнительно сверху сделать любой другой массаж. То есть из миофасциалки возьмите, из японской техники возьмите, протирайте вот эту зону. Идите на носогубку, прям в зоне носогубных складок, там, где носовая мышца крепится, прям протрите, промассируйте, да, расслабьте. И все, уводите лимфу, так вот, и вниз сливайте. То есть, видите, я вам показала, как можно с другими техниками сочетать. То есть это как соло, то есть как монотехника, можно ее отдельно выполнить. Особенно после ботокса, после инъекции, да, хорошо снимает отечность. Будет вообще круто, если со скальпом еще дополнительно поработать. Так, вот эту технику я увожу дальше назад, от задней поверхности шеи, вот так вот сливаю ключица. И можно вот так вот на зоне грудины тоже поработать. Вот, в принципе, я завершила. На лимфодренаж много времени не уходит. Еще хочу дополнительно добавить, лимфодренажный массаж лица отлично подходит абсолютно всем типам старения. И еще совмещайте с лимфатическим массажем тела. Все-таки лимфа течет снизу. И правильно делать лимфодренажный массаж, начиная с нижних конечностей. Это я на своем онлайн-курсе по лимфодренажному массажу тела показываю, рассказываю. Практический блок есть, дополнительно с теорией, прям большой блок. По всем вопросам, то есть дополнительно про свой курс я оставлю у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание. До скорой встречи. Доброго всем дня, с вами Айгерим Жумадилова. Часто задаваемый вопрос, как расслабить жевательную мышцу. Она у многих напряжена, потому что мы все живем, радуемся, эмоционируем, где-то печалимся, а это мышца эмоционально зависимая зона. Есть несколько методик, как расслабить жевательную мышцу. Во-первых, то, что я могу показать, это массажные техники. Во-вторых, можно сюда тепло приложить, продержать, потом сделать массажную методику. Есть физиотерапевтические лечения. Но сегодня я вам покажу самую обычную технику, которую можно сделать руками, безопасно, дома у себя, для себя. Во-первых, чтобы зайти к этой зоне, нам нужно чуть-чуть запустить лимфу. Можете просто приложить руку на зону грудного протока, на ключицу. Вот. Приложите, не сильно давите. Лимфа сразу реагирует где-то минуту.
Можно подышать. На вторую зону тоже вот так вот открываете, над под ключицей держим. Венозный отток активировали. И потихоньку через шею мы заходим к лицу. Ведем к жевательной мышце. Видите, я плавно зашла. Мне важно здесь приоткрыть рот. Так вот до скуловой зоны захожу. И вниз снова прочесываю. Давлю. Еще раз. И вниз. И так 2-3 раза. Можно фалангами, либо можно вот так вот костяшками. Ой, болезненно. Ага. Ага. О. Дальше я захожу. Можно прощупать вот так вот. Раз, два. Валики как будто создаете с двух сторон. Кстати, напряженная жевательная мышца ведет к ухудшению носогубной складки. Она еще больше как бы углубляется. Да, углубляется. Сразу можно понять, если очень глубокая носогубка, то жевательная мышца, скорее всего, напряжена. Ага. Дальше я захожу на височную зону. Это поверхностная группа, да? Жевательные мышцы. Так вот веду. Смотрите, чуть-чуть. Наискосок сяду. Вот так веду. И здесь можно спиральками. Височная мышца, она большая. Ага. И так где-то 3-4 подхода сделали. Прочесываю вот этими костяшками. Можно фалангами. Она жесткая вначале, да. Угу. Проработали. Все, лимфу слили. Все-таки мы же с мышцей работаем. Друзья, я теперь покажу второй метод, как расслабить жевательную мышцу. Я руки помыла уже. В перчатках буду работать. Называется методика интраоральная. То есть в ротовой полости мы будем расслаблять жевательную мышцу, а именно будем заходить на скуловую дугу, там, где крепится. И с этой мышцей и сухожилием будем работать. Когда палец во рту, сложно говорить, но я попробую. Не первый раз же записываю. Я палец сюда поставлю. Вот там, где скуловая кость, вот она, да? Здесь крепится жевательная мышца. Дошла. Да? И эта зона, она болючая. Я вот так вот тоже прочесываю. Вот так показываю. Она у меня тоже напряглась, оказывается. У меня был момент эмоционального выгорания вот эти последние 2 недели. Может быть, поэтому? Прочесываю по всей длине. Это боль, знаете, терпимая боль. Да. Заодно давайте другие мышцы тоже пройдусь по ним.
я сейчас вам покажу, как я руками работала, да, вот визуально. Поставила большой палец. И просто представьте, здесь у вас жвачка, да, и вы хотите ее просто выдернуть. Она прилипла, хочется выдернуть. Вот. То есть на большой палец поставите и сверху все эти мышцы, то есть вот эту мышцу жевательную, вы ее сверху прочесываете, надавливаете, прочесываете. Иногда можно местами останавливаться на одной зоне, побольше сделать, подольше сделать, промассировать, и опускаете, переходите плавно на другую зону. И вот так вот по всему лицу. То есть я даже подключила все скуловые мышцы, щечную мышцу, можно даже круговую мышцу рта. То есть это будет полностью даже букальная методика, да? Раз, два, три, четыре. Раз. О, болезненно. Можно оставить большой палец и попробуйте как будто вот тянуть вверх, наружу. Еще раз. Вот я ставлю большой палец и вот так вот немножко надавливаю вверх, поднимаю. Наглядно видно, да, что большой палец стоит. Вначале вы видите, сейчас покажу. Вначале можете выбрать для себя комфортное состояние, не сильно давите, да? То есть силу нажатия, давления, натяжения вы можете регулировать в конце концов. Но, тем не менее, вот эта методика, даже если болезненная, она очень-очень полезная и эффективная. Во-первых, улучшается кровообращение, а там, где кровоток поступил, значит кислород идет, питательные вещества, то есть мышца работает как в спортзале, и нам дает эффект лифтинга, она разглаживается и напряжение уходит. Вот, ребята, надеюсь, была полезной для вас. Эту методику, кстати, можно совмещать с массажем тела. Я в телеграм-канале больше информации даю сейчас про тело, потому что запустила онлайн-курс по лимфатическому массажу тела. Подписывайтесь, я рада и благодарна вам, что вы со мной. Вот. До скорой встречи, в следующий раз задавайте, пишите, сделаю другой выпуск на другую тему. Всем пока!